8 июля 2020 года компания Garmin выпустила модель часов Instinct Solar. Мои зрители YouTube канала попросили меня сделать детальный обзор и расставить все акценты сразу после выхода модели. С самого начала я рассуждал, что там нового может добавить Garmin в Instinct. С легким скепсисом я начал готовить обзор часов Instinct Solar. Но чем больше я проводил тестов, чем глубже изучал опции новых часов, тем больше мне нравилось новое устройство и улетучились мои сомнения. Сразу скажу, забегая наперед, Garmin Instinct Solar выиграл во всех моих тестах и сравнениях. По стоимости и соотношению цена-наличие опций. По скорости солнечной зарядки у Garmin Fenix 6X Solar, а это топовая модель серии Fenix. По автономности и времени работы у Garmin Fenix 6X Solar. По качеству записи GPS-трека у эталонной модели Forerunner 945. А ведь именно эти часы во всех моих тестах лучше всего записывали GPS-треки в городе при плотной застройке. Выпуск Instinct Solar стал логичным продолжением использования Solar-опций для зарядки часов от солнца в других моделях. Возможность зарядки от солнечной энергии с помощью циферблата с одновременным показом данных на нем впервые появилась в часах Garmin Fenix 6X Solar. Детальный обзор этой модели посмотрите на моем YouTube-канале. Кстати, мой прогноз, который я делал в начале лета о том, что Garmin будет использовать Solar-технологию во всех рейтинговых часах, оправдался. В моем тесте и обзоре сравнений я буду использовать 3 модели часов. Garmin Instinct Solar Surf Edition – это главный герой моего обзора. Garmin Fenix 6X Solar – это максимальная комплектация часов серии Fenix 6. Почему именно эта модель? Да потому что именно с этой модели начала внедряться Solar-технология, то есть двухслойный бутерброд циферблата, где показывались данные и происходит зарядка аккумулятора от солнца одновременно. Garmin Forerunner 945. Это легкая и многофункциональная по возможностям модель для тех, кто бегает. Самые точные часы по записи GPS-трека. Вроде бы все. Извините за долгое лирическое отступление, давайте начнем обзор. Еще раз хотел сказать большое спасибо моему надежному Garmin-партнеру в Украине, компании Navionic, за предоставленную модель часов для теста и обзора. Цена часов. Базовая модель часов Instinct стоит $300, а версия с солнечной зарядкой Instinct Solar $400. Версия для серферов Instinct Solar Surf Edition $450. Как раз эта модель в моем обзоре. Если сравнивать с более дорогими моделями Garmin, то Instinct Solar стоит меньше. Например, топовая модель серии Fenix – это часы 6X Pro Solar $1000. Цена часов для бегунов Garmin Forerunner 945 – $600. Если даже взять самую маленькую по размерам модель Garmin с возможностью зарядки от солнца Fenix 6S Pro Solar с ценой $850, все равно Instinct Solar обойдется дешевле. Почему такая разница в цене? Дело в том, что в часах Instinct всех типов нет следующих опций, которые, однако, есть в Fenix 6 и Forerunner 945. В часах нет цветного циферблата. Разрешение экрана меньше, чем в дорогих моделях. Нет поддержки векторных карт и прокладки маршрутов. В устройстве отсутствует музыкальный Bluetooth-плеер. Отсутствует бесконтактная система оплаты Garmin Pay. Устройство не умеет записывать дополнительные параметры тренировок для специальных кардиоремней HRM Run, HRM 3, HRM Swim. Но по датчикам не так все просто. Смотрите чуть ниже в моем видеообзоре датчики и протоколы. Есть там и хорошие новости. С другой стороны, все перечисленные минусы превращаются в плюсы часов и позволяют Garmin Instinct Solar стать исключительно автономными часами с длительным временем работы от одного заряда. Внешний вид часов. Если рядом поставить две модели Garmin Instinct Solar Surf Edition и Instinct, то разницы между часами вы можете и не заметить, не считая надписей на безеле часов и цвета. Компоновка корпуса часов аналогична. Экран с дополнительным информационным сегментом, 5 управляющих кнопок для контроля меню и запуска активностей, подсветка, меню, кнопка вниз, кнопка старт, кнопка назад. Все кнопки пластиковые, торцы с насечками, для удобного зацепа пальцем. Каждая кнопка многофункциональная, то есть на каждую кнопку можно установить множество опций в зависимости от типа нажатия выбранного элемента меню. Корпус часов Instinct армированный волокном полимер. Из этого же материала и безель часов. Класс водонепроницаемости 10 ATM. Для Instinct Solar 6X Pro Solar. Forerunner 945 получил только 5 ATM. Кстати, что мне понравилось в инстинктах, это высокий выступающий безель.
этот элемент реально будет защищать ваше стекло от внешних воздействий. Безель намного больше выступает над стеклом, чем в моделях Phoenix 6X, Forerunner 945. Ремешок часов шириной 22 мм. Такая же ширина, как и Forerunner 945 или Phoenix 6. Но в отличие от модели Phoenix 6 с ремешком, Instinct Solar и Forerunner 945 не поддерживают систему для быстрой смены Garmin Quick Fit. Так что, чтобы сменить ремешок, вам придется немного повозиться. Стекло часов Instinct Solar – это технология Power Glass. Специальное покрытие улавливает солнечную энергию и 100% трансформирует ее в электрическую. Прозрачное покрытие экрана позволяет трансформировать солнечную энергию от Солнца на 10%, но и не мешает просматривать информацию на экране часов. Как и во всех Solar-версиях, Garmin ставит защитное стекло Gorilla Glass над слоем солнечных батарей Power Glass. Кстати, мои тесты прочности к царапанию стекол показали, что Garmin Gorilla Glass может противостоять мелким царапинам природных и искусственных материалов. Если положить рядом часы Phoenix 6X Pro Solar и Instinct Solar, вы сразу увидите большую разницу в солнечных панелях часов. В Phoenix 6X Pro Solar 100% зона зарядки занимает лишь узкую линию по всему циферблату, тогда как в Instinct Solar солнечная панель 100% зоной зарядки широкая и располагается по всему циферблату. Именно из-за этого технического решения Instinct Solar смог победить Phoenix 6X Pro Solar по скорости заряда аккумулятора от Солнца. Смотрите мои тесты чуть дальше. Если сравнивать разрешение экрана, то в модели Instinct Solar оно наименьшее из сравнимых часов – 128 на 128 пикселей. Используется черно-белый экономичный трансфлективный экран. В модели Phoenix 6X Pro Solar 280 на 280 пикселей цветной трансфлективный экран. В модели Forerunner 945 240 на 240 пикселей, также цветной трансфлективный экран. Но с другой стороны, отсутствие цвета, меньшее разрешение дают большее время работы, так как меньше тратится энергии для обеспечения работы экрана. По моему мнению, низкое разрешение циферблата Instinct Solar не бросается в глаза. На крупных цифрах и в тексте невозможно почувствовать разницу. Часы Instinct Solar всего на 3 грамма тяжелее, чем Forerunner 945, и на 29 грамм легче, чем Phoenix 6X Pro Solar. Размеры часов. Из трех сравненных моделей Instinct Solar самые маленькие часы. Диаметр корпуса 45 мм. Против 47 мм Forerunner 945 и 51 мм Phoenix 6X Pro Solar. Однако толщина у Instinct Solar самая большая из всех моделей с теста – 15,3 мм. Против 13,7 мм Forerunner 945 и 14,9 мм Phoenix 6X Pro Solar. Что получит будущий владелец по времени автономной работы? Не забываем про тот факт, что площадь солнечной батареи Instinct Solar на циферблате больше, чем даже у Phoenix 6X Pro Solar. Причем, в отличие от Phoenix 6X Pro Solar, где минимальная солнечная батарея шла на компенсацию расхода энергии датчиков в часах, Instinct Solar может даже заряжать себя от солнца, а не только компенсировать расход заряда датчиков. Давайте посмотрим на сравнительные графики. Именно поэтому черно-белый трансфлективный экран, низкое разрешение, меньший экран помогает уменьшить расход часов. Если посмотреть заявленный расход заряда для долгих экспедиций и GPS, видно, что яркое солнце реально помогает Instinct Solar соперничать с показателями Phoenix 6X Pro Solar. Я не поверил заявленным спецификациям и решил сравнить работу часов Instinct Solar и Phoenix 6X Pro Solar лично. Провожу сравнительный тест солнечной зарядки модели Garmin. Для теста я установил для контроля разряда часов 6X Pro Solar виджет Battery Gauge. Для проверки уровня заряда часов Instinct Solar я использовал бета-прошивку с возможностями просмотра уровня заряда аккумулятора. Хочу заметить, что все модели Instinct не поддерживают работу с каталогом Garmin Connect IQ, поэтому я был вынужден контролировать уровень заряда только таким образом. Тест 1. Солнечная битва Instinct Solar против Phoenix 6X Pro Solar в обычном штатном режиме. Выставляю часы на ярком солнце, освещенных где-то 100-140 тысяч люкс, яркое летнее солнце. Ежечасно проверяю уровень заряда аккумулятора для 2 часов. В этом тесте в часах работает оптический датчик пульса HR, Bluetooth, Wi-Fi. Часы Phoenix 6X Pro Solar
по состоянию через 1, 2, 3, 4 часа после начала теста не успевали заряжать себя, а лишь уменьшали разряд часов. В то же время Instinct Solar за 4 часа медленно и уверенно заряжал себя. Прогноз работы часов увеличился в штатном режиме. Провожу тест 2. Солнечная эконом-битва Instinct Solar против Phoenix 6X Pro Solar. Для этого теста я перевел две модели в режим экономии аккумулятора. Это означает, что были отключены оптический датчик пульса HR, пульсоксиметр, Bluetooth, Wi-Fi, циферблат перешел в эконом-режим. В эконом-режиме часы Phoenix 6X Pro Solar за период с 14 часов до 17 часов немного увеличили свой заряд. При работе в эконом-режиме часы Instinct Solar сильно меня удивили. Я ожидал узнать прогноз работы часов в днях и увидел символ бесконечности. Зарядка часов увеличилась каждый час. Получается, что когда часы находятся в эконом-режиме и отключены дополнительные потребители энергии, часы могут работать на солнечной зарядке бесконечно. Все-таки большая площадь солнечной панели в циферблате сыграла свою роль и обеспечила преимущество по скорости солнечной зарядки. Победитель этого теста однозначно Garmin Instinct Solar. Кстати, в программном обеспечении в модель Instinct Solar добавили те же элементы меню, что и в более дорогих моделях Phoenix 6. Это энергосберегающий режим, который позволяет отключить все энергоемкие датчики и увеличить время работы часов. Еще один экономичный режим записи трека был добавлен в модель Instinct Solar из меню более дорогих моделей. Активность экспедиция. В этом случае при длительных походах трек пишется с более длительными временными интервалами. Датчики и протоколы часов Instinct Solar. Встроенные датчики. Хорошая новость. Instinct Solar получил почти все датчики для спорта, походов и в жизни в городе, кроме гироскопа. Гироскоп обычно используется для режима ультратрек, для сверхдлинных забегов в эконом-режиме. Так что если вы не собираетесь бегать Ironman с Instinct Solar, для вас отсутствие этого датчика не будет критично. Оптический датчик. Instinct Solar получил тот же HR оптический датчик пульса, как и в более дорогих моделях Phoenix 6X Pro Solar, Forerunner 945. С его же помощью измеряется пульс в состоянии покоя, метрики, body battery, уровень стресса. Приятная мелочь. Теперь вы сможете измерять пульс в воде с часами, без нагрудного пульсометра. Однако, если вы занимаетесь высокоинтенсивными тренировками, например, кроссфит, интервальный бег и другие активности, где есть резкие скачки пульса, я бы все же рекомендовал использовать нагрудные кардиопульсометры. Прочитайте мою статью по этому поводу. В ней разобраны все аспекты использования кардиопульсометров и оптических датчиков. Маленький тест. Пробежка по стадиону с 2 часами. Phoenix 6X Solar с подключенным нагрудным кардиопульсометром HRM Run. И Instinct Solar, который записывает пульс с помощью оптического датчика HR. Первый тест. Легкая разминочная пробежка, 3 круга. И второй тест. Интервальная высокоинтенсивная пробежка, 3 круга. Результат вы видите на сравнительных графиках. На нижних пульсовых зонах оптический датчик и кардиоремень записывают данные почти одинаково. Однако на резких пульсовых нагрузках оптический датчик не успевает за показаниями кардиоремня. Еще раз хотел отметить, что это не проблема часов, а особенность измерения оптического датчика. Идем дальше. Какие еще датчики есть в модели? Пульсоксиметр. Датчик насыщения кислорода в крови. Измеряет данные только когда владелец часов неподвижен. Пульсоксиметр – крайне прожорливый датчик по энергопотреблению. Я рекомендую включать измерения только во сне, чтобы сэкономить заряд аккумулятора часов. GPS. Поддерживаются 3 режима. GPS, GLONASS, Galileo. В часах Instinct Solar добавлен энергосберегающий чипсет от Sony, как и в новых моделях Phoenix 6. Чтобы сравнить качество записи GPS-трека в различных режимах, провел сравнительные тесты. Хотел бы еще раз отметить, что во всех моих тестах GPS модель Forerunner 945 всегда выигрывала и записывала самые лучшие и ровные треки. Тесты в городе. Перехожу в режим ходьба и прохожу один и тот же маршрут сразу с 3 часами в одно и то же время. Во всех режимах записи трека Instinct Solar показал себя аналогично, как и часы Forerunner 945. Треки легли ровно и без ухода в стороны. Беговые тесты на стадионе. Стадион находится в низине, закрытый высокими деревьями. Для каждого тестового трека я пробежал по 1,2 километра. Это около 4 круга по моему стадиону.
Во всех режимах Instinct Solar показал себя на уровне Forerunner 945. Треки идеально легли на дорожке стадиона. А почему же результаты Phoenix 6X Pro Solar в сложных условиях были хуже? Думаю, что виной этому металлический безель, который, возможно, ухудшает прием. А у модели Instinct Solar и Forerunner 945 вообще нет металлического корпуса и безеля. Вернемся к встроенным датчикам. Какие еще присутствуют в часах Instinct Solar? Барометрический альтиметр. Показание высоты зависит от давления. Компас. Трехосевой электронный компас позволяет смотреть положение сторон света при любом наклоне часов. АБЦ-компас вмещает в себя альтиметр плюс барометр плюс компас равно АБЦ. Акселерометр. Датчик, который отслеживает ваши движения. Используется для учета шагов и для анализа спортивных активностей. Датчик температуры. Позволяет измерять окружающую среду, когда часы на руке. Делайте поправку на 1-3 градуса за счет влияния тепла от вашей руки. Внешние датчики Garmin Instinct Solar. HRM нагрудные ремешки. Из нагрудных кардиоремней официально поддерживается Garmin HRM Dual. Он работает по протоколам Bluetooth и NT+. Я рассказывал про этот нагрудный датчик в своем обзоре. Это мой любимый кардиоремень для тренировок в зале. Однако это не означает, что вы не сможете подключить Garmin HRM Run, HRM 3, HRM Swim. Конечно, ремни можно подключить к часам Instinct Solar, но дополнительные беговые метрики после пробежки вы не получите. Увидите только пульс. Дополнительные датчики. Поддерживается внешний датчик температуры Garmin Tempo. Обзор датчика и для чего он предназначен я рассказывал в своем видео на YouTube-канале. Беговой шагомер Garmin Footpod подключился и работал у меня без проблем, хотя этот датчик и не был заявлен в списке совместимых устройств. Велодатчики. Часы поддерживают фирменные датчики скорости Garmin Speed Sensor 2 и датчик скорости и каденса 2. Спортивные метрики в часах Instinct Solar. Из модели убрали показатели VO2 Max, время восстановления после тренировки, эффективность тренировки, график изменения пульсоксиметра, хотя текущее значение на момент измерения показывается. Нет контроля дыхания за неделю, поддержки Live Segments. Программное обеспечение часов Instinct Solar. Модель этого обзора Surf Edition стоит дороже базовой модели Instinct Solar на $50 из-за наличия опций для серфинга. Это данные по приливах, запись данных серфинг-сессий, поддержка и работа с отдельной программой Surfline Session. Кстати, данные по приливах уже изначально есть в Surf Edition, в главном циферблате часов. Плохая новость. Часы не поддерживают бесплатный каталог циферблатов, приложений, виджетов Garmin Connect IQ. Это означает, что вы не сможете установить дополнительные циферблаты и полезные приложения сторонних разработчиков прямо в ваши часы. Остается довольствоваться тем, что уже есть в часах. Это набор уже заранее подготовленных циферблатов, спортивных активностей и дата полей. Аналогичная картина была и для первой модели Garmin Instinct. По спортивным активностям в часах широкий набор видов спорта для самых популярных направлений: бег, вода, лыжи, походы, вело, зал, хотя количество спортивных активностей меньше, чем у Phoenix 6X Pro Solar и Forerunner 945. Часы можно подключать с помощью USB кабеля и обновлять версии с помощью программы Garmin Express. Доступа к музыке и циферблатам в программе нет. В часах Instinct Solar память 16 мегабайт. Так как карты и музыка не поддерживаются, то и 32 гигабайта, что есть в часах Phoenix 6X Pro Solar, Instinct и не нужны. Навигация в часах Instinct Solar. В отличие от Phoenix 6 и Forerunner 945, в часах Instinct Solar нет поддержки карт и прокладки маршрутов по картах. Навигация в часах Instinct Solar аналогична по возможностям с туристической навигацией модели часов Garmin Fenix 3. Это работа с точками интереса, навигация по маршруту без карт. В часах вы можете создать маршрут до выбранной точки или контролировать прохождение маршрута, когда вы предварительно сохранили его с помощью программы Garmin Basecamp. Работа с мобильным телефоном, умные уведомления. Часы принимают умные уведомления, которые передаются по протоколу Bluetooth, если они подключены к смартфону. Кириллицу в сообщении и русский интерфейс поддерживаются без проблем. Единственный минус для меня – это размер экрана Instinct Solar. Он гораздо меньше, 23 на 23 мм, чем у Phoenix 6X Pro Solar 35 мм или Forerunner 945 34 мм. Часы позволяют управлять телефоном, принимать звонки, отклонять звонки, а также управлять музыкальным плеером на смартфоне.
но вы не сможете говорить с собеседником через часы, в модели нет микрофона. Чтобы работать с часами и телефоном по воздуху, нужно установить мобильное приложение Garmin Connect. Поддерживаются платформы Android и iOS. Программа на телефоне позволяет смотреть свои тренировки, контролировать показатели и настраивать часы через Bluetooth. Что же мы получаем в итоге? Сразу скажу, что для одних владельцев минусы часов будут важными плюсами, но на каждый товар свой покупатель. Плюсы и минусы часов Instinct Solar. Плюсы часов. Относительно малая цена $400 или $450 для Surf Edition по сравнению с популярными моделями Fenix 6X Pro Solar $1000 и Forerunner 945 $600. Возможность реальной зарядки от солнца, а не только компенсации разряда датчиков. Это стало возможно благодаря большей площади солнечной батареи. Добавили энергосберегающий GPS-чипсет от Sony. С новым чипом часы будут работать дольше. Добавили оптический датчик пульса HR, как и в дорогих моделях Fenix 6X Pro Solar, Forerunner 945. Этот датчик позволяет регистрировать пульс на руке и записывать пульс во время плавания. Малый размер и вес часов. Модель подойдет для людей с узким запястьем. Удачная защита стекла. Безель в часах высокий и позволит защитить экран от повреждений. Напомним, что поверх стекла Power Glass находится Gorilla Glass. И, конечно, классическое исполнение работы с интерфейсом. 5 кнопок управления позволяют контролировать часы в любую погоду и в любых условиях. Добавили метрики здоровья, как и в дорогих моделях. Body Battery, средний пульс за неделю, данные по пульсоксиметру. Привычный и знакомый интерфейс, как у дорогих моделях Fenix 6, Forerunner 945, хотя немножко усеченный. Ударопрочный корпус часов. 10 ATM, защита от внешних воздействий. Четкий черно-белый экран, читается легко при любом угле освещения. Минусы часов. В модели убрали поддержку карт, Bluetooth музыкального плеера, систему бесконтактной оплаты, Garmin Pay. Нет цветного экрана. Разрешение всего 128 на 128 пикселей, хотя этот пункт может быть плюсом, так и минусом. В часах небольшой экран. Меньше информации будет отображаться на циферблате, но с другой стороны, меньше экран, меньше разряд аккумулятора. В корпусе нет металлических деталей. Это и плюс, и минус. Для тех, кто работает с металлоискателями, например, это плюс. А для тех, кто хочет получить более дорогой дизайн часов, это минус. В часах нет сапфирового стекла. Хотя Gorilla Glass может пережить мелкие царапины и потертости. И не забывайте, что за стекло сапфир вам нужно доплачивать еще $100. Нет поддержки бесплатного каталога Garmin Connect IQ. Так что вы можете использовать только те элементы, что уже есть в часах. Циферблаты, дата-поля, активности. Убрали расширенные беговые метрики в часах для кардиоремней HRM Run, HRM 3. Хотя я понимаю, что это чисто маркетинговый ход, чтобы Instinct Solar не перебивал продажи Forerunner 945. Мои выводы про часы Instinct Solar. Garmin Instinct Solar – это достойная модель для тех, кто хочет получить идеальную автономность за меньшие деньги. Большая площадь солнечных батарей, экономичный трансфлективный черно-белый экран как раз и позволяют добиться длительной работы от одного заряда. Интерфейс, кнопки, спортивные активности практически повторяют самые популярные модели Fenix, Forerunner, за исключением обрезанных функций. На мой взгляд, ведь для тех, кто пошел в горы или в лес, не нужны музыкальный плеер или система бесконтактной оплаты Garmin Pay. Эта модель предназначена скорее для людей с другими запросами к устройству. Маленькие, легкие, автономные – это 3 ключевых момента, на которых держится Instinct Solar. Я бы рекомендовал эту модель для тех, кто хочет начать знакомство с модельным рядом Garmin и забыть навсегда про ежедневную зарядку часов после работы и тренировки. На этом все. Спасибо за ваш просмотр и ваши лайки. Ваши лайки и подписки всегда вдохновляют меня на создание следующих обзоров. Если у вас есть вопросы, спрашивайте в социальных группах проекта Facebook или ВК. И не забывайте про комментарии, я всегда стараюсь отвечать на ваши вопросы. Удачных вам походов и тренировок. Всем пока!